Буквально 3 часа назад купил вот эту вот штуковину под названием металлодетектор Ace Garrett 300. Ну, короче, Аська 300. В комплекте мне там дали еще дополнительно пинпоинтер гарретовский. Ну, что могу сказать? Потратился, да, сильно потратился. Полковник Кудасов нищ. Все это дело обошлось в 23 800. Это, блин, ну для меня это как бы очень большие деньги. Но после 4 лет использования моего предыдущего металлоискателя, я о нем потом упомяну. Да и вообще, с чего все началось, тоже упомяну. Ну, после 4 лет использования моего предыдущего металлоискателя, все-таки я понял, что на хороший аппарат раскошелиться все-таки надо. Чисто для себя, я не ищу в этом никакой ни выгоды, я не надеюсь не найти там никакие ни клады, ни закладки, ни оружие, которое там можно как-то сбыть. Нет, ни в коем случае. Но вот для своего удовольствия, для того, чтобы проводить время свое свободное так, как тебе это хочется, так, как тебе это в первую очередь интересно, ну, как говорится, за удовольствие надо платить. Ну что ж, давайте, поехали. Сейчас будем вместе с вами распаковывать. Открываем. И сразу видим полный набор. Это у нас что такое? Гарантийный талон. Гарантийный талон. Так, это у нас инструкция на пинпоинтер, который прикладывался сразу в подарок. Вот он, вот такой, тоже гарретовский. Он у меня уже на поясе, сейчас покажу. Это у нас какая-то шайзен папиром, непонятная, пустая. Наушники. Упало у нас, это насколько я понимаю, да. Нет, это чехол на именно сам электронный блок. Фирменный чехол на электронный блок для, видимо, защиты от осадков. Инструкцию и все остальное я сразу выложил. Ну, как? У нас же все делается без инструкции. Инструкция для слабаков. Сейчас попробуем вместе с вами собрать. Так, это у нас защита для катушки. Так, теперь достаем штан. Нет, сначала, наверное, все-таки катушку. Вот так вот сделать. Так. Вот здесь надо чем-нибудь перекусить эту стяжку. Значит, будем кусать. Чем, интересно? Ой. Так. Сходили, взяли нож. Подводный нож. Плаваю я, у меня 2 таких ножа на своем обмундировании подводном, скажем так. Стараюсь точить, но как против пластика, ну не знаю. Против такого толстенного, ну стяжка-то такая прям добротная стяжка. Сука, блядь. Хороший нож, острый. Есть. Ни в коем случае не потерять. Так. И вынимаем. Так. Катушечка наша. Ага. Есть. Так. Точно. Значит, будем собирать. Как мы говорили ранее, инструкция у нас для, ну не знаю для кого, но в нашей стране она не работает. Это уж когда совсем все сломаешь, тогда читаешь инструкцию. Будем экспериментировать. Штанга, ага. Так,
все ясно. Здесь живем и выбираем, и выбираем. Как это? Не понимаю. Да. Так. Боже, блядь. Коммуникация. Да, я просто не могу. Открутить, давить, раздвигать. Раздвигать, давайте раздвигать. Ай, вот до конца. О, четко. До конца, оказывается, надо. Хорошо, понял. Так, вот такие высоты, человек. Значит, поставим сразу в поставим ручку, кстати. Ну так как резко. Ну, не, я думаю, нормально. Там резко лучше попасть в килограмм, что максимум, что-то такое. Если, конечно, кому-нибудь по хребтине вдарить, то она перегнется. А в принципе, подвес катушки, ну, я так думаю, нормально будет. Так, теперь катушка у нас идет. Тут внутри помимо под себя, да? Я так понимаю, ее пофиг как ставить. В принципе, с точки зрения радиолокации, что так будет без разницы. Импульс подачи все равно одинаковый. Или как он там называется, я уж не помню. Так. Катушка блестит. Блестит. Муха не сидела. Наушники это сложно, это потом. Крепление катушки. Она пластиковая. Офигеть. Какого черта она пластиковая? Странно. Так. И типа того, что закручиваем. Ну, блин, ну пластиковое крепление это... Ну, хрен его знает, блин. Неудобно. Вообще нифига неудобно. Вот это вот... Блять. Вот... А если пальцы замерзли? Очень неудобно. Поехали дальше. Как раз начал немножко носить. Посмотрим, что у нас здесь. Значит, это у нас катушки, а это наушники. Катушка, наушники. Будем смотреть. Так, где мы надевать ее лучше, да? Вот так вот. Да? А потом вставляем. Вставляем. Вот сюда. О! Да. И закручиваем. Так, стоп. Надо немножко как-то... она уже оцинкована, поэтому, да? Так. Теперь нам нужно надеть... Опа. Ага. Какие-то вообще непонятные батарейки. Что это такое, блин? Вот так, чекунчик. И вот так. А теперь собираем эту штуку. Ну, походу уже она бывает. Давайте сделаем так. Да? Мы так. И вот так. Делаем тут холодно. Давай. Работай. Это есть. Это вот так. Все, теперь она. В принципе, готово. Вот так это все выглядит. Так. Нульц катушка. Нульц. Ну вот. А теперь расскажу по поводу моего опыта в плане копания. Нахожусь я в Ленинградской области. Лет, наверное, 5 или 6 назад. Да нет, наверное, уже 7 лет назад. Выезжал на природу, в лес, на озера, отдыхал, в принципе, как и все такие, скажем, туристы, которые однодневные туристы, я их так называю. Приехали, пожарили шашлычков, ну, максимум остались там в машине или с палаткой переночевать при хорошей погоде, чтобы не мерзнуть и так далее, да. Ну вот в один из таких прекрасных летних дней, году, по-моему, в 15-м, ну, в смысле, я на это место ездил и до этого, а году в 15-м пошел погулять в лес. И оказалось то, что все эти прекрасные озера, весь этот прекрасный наш ленинградский лес стоит на месте боев. Здесь именно переходные позиции по вот этому блокадному кольцу Ленинграда.
Кругом окопы, кругом идешь, вот просто пнул мох, из-под него сразу же сыпется россыпь патронов и так далее. Тогда я еще ничего не зная, просто взял с собой нож, у меня был с собой нож походный, длинный такой, большой. Начал просто тупо ради прикола ковырять вот все вот эти вот гильзы. И думал, блин, здесь же сидел боец, и он ведь стрелял. И гильзы были советские наши, от ППШ, от трехлинейки. И я думал, так он же здесь держал оборону. И просто вот сидел, почва песчаная, и я просто ножиком ковырял просто верхний слой песка под мхом. И все эти гильзы сыпались, потом пошли патроны, целые патроны. А потом напоролся на... Просто чисто случайно, я думал, что это какая-то тренога для котелка. А оказалось, что это штык от трехлинейки, от царской трехлинейки. Это царский штык. Вот именно я уже это потом понял, спустя, наверное, года 2, когда начал смотреть определенные видео на ютубе, там копарей по войне там и так далее. И я уже понял, что, блин, у меня, оказывается, я просто так, безо всего, вот без этого, просто сидя в окопе, ковыряя ножом бруствер окопа, нашел царский штык от трехлинейки. Там два номера, один с одной стороны, второй с другой стороны. С одной стороны, ну, даже шрифты этих номеров отличаются. Я, может быть, даже как-то сделаю фото и вставлю в это видео. Там шрифты отличаются. Именно шрифты, которыми выбиты цифры. Первый номер на штыке, тот, который потом впоследствии был перечеркнут, это царский номер штыка. И затем с другой стороны выбит уже именно советский номер штыка. Но это все я узнал, конечно, потом, но у меня загорелось. Значит, в этом же окопе я нашел, даже не то, что в окопе, я просто сидел там, видимо, это, может быть, была стрелковая ячейка. Нашел кусок каски, она наполовину сгнила. Патроны, естественно, брать с собой не стал. Взял с собой только штык, привез его домой, почистил, там он был изогнутый весь. Я его потом еще, помню, специально выезжал за город, на костре грел, выгибал, придавал ему, видимо, его взрывом погнуло, придавал ему ровное положение. А потом, где-то, наверное, через год, а то и через полтора, я задумался насчет покупки именно металлоискателя. Но у меня, в принципе, свободных денег не было, и для своих каких-то вот увлечений мне приходилось в чем-то ужиматься, что-то выделять. И я помню тогда, значит, взял себе самый дешевейший металлоискатель. У него, по-моему, даже названия нет, и фирмы нет. Я уж не... Вот по-моему, даже да. По интернет-магазину где-то то ли в Тюмени, то ли в Уфе производят эти металлоискатели российские. Стоил он, короче говоря, 5000. 5000 это вообще ни о чем. Это просто пластмассовая штанга с пластмассовой хреновиной. И вот безо всего вот этого просто вот он работает, грубо говоря, как пинпоинтер на пластиковой штанге. Но для меня это уже было на следующее лето. Это уже как бы не вслепую копать, сами понимаете. То есть я ходил, и он ловит все. У него нету никаких ни шкал, ни цифр, ничего-то еще. Он просто тупо нужен для того, чтобы найти просто тупо металл. Он берет все. В ходе эксплуатации, естественно, там что-то разбалтывается, что-то ломается. Чтобы вы понимали, он работал просто тупо от одной кроны. И ходил я с ним, в принципе, и здесь ходил, вот в этом лесу, который за мной сейчас находится, ходил и находил,
всякую ерундистику, но в основном всякие отстрелы, там, патроны, снаряды, осколки. Это никому не интересно, все это, естественно, выкидывалось. Но были несколько моментов, когда я находил и что-то, ну, не ценное, а именно представляющее интерес, скажем так. Находил часы, карманные часы. Сначала нашел, ну, видимо, я ходил, там было очень много осколков. Костей человеческих я не нашел, но нашел, значит, ложку, нашел котелок весь дырявый, нашел дужку от часов вот этих карманных, и потом сами часы. Они были в хлам, естественно, уже все ржавые, убитые и так далее, но просто как вот именно интерес, это было очень здорово. У меня, когда я начал ходить с металлоискателем, даже вот с этим вот простейшим, я уже вот начал смотреть все эти видео про копри и так далее. Я поставил для себя вот именно установку такую, ну, может быть, даже не установку, а это, скажем так, я назову его жизненным принципом. Вот до сих пор я никогда не находил человеческих останков. Я для себя взял правило, что если я вдруг как-то с этим столкнусь, естественно, я об этом расскажу, все это покажу, я сразу же отзвонюсь во все организации, там, поисковикам, МЧСовцам, милиции, там, я не знаю, там, кому еще там, ну, не пожарным же, конечно. Вот. Но у меня вот есть такой принцип, то есть, если вдруг я мало ли найду, я обязательно всем сообщу. И там, вы знаете, вот у нас там в России законодательство, оно такое, вот именно по поводу металлокопа, да, оно, короче говоря, там притянуть можно за уши, ну, под реальную статью любого, кто этим занимается. И не важно, что у него с собой. Просто вот у тебя есть металлодетектор, ты находишься здесь, все. Тебя можно притянуть за уши, как бы, и так далее. У меня, я вот именно сосредоточился на том правиле, что если я найду останки, как бы то ни было, я об этом сообщу. Я сообщу всем. А дальше будет, что будет. Вот дальше я как бы отдаюсь, скажем, на совесть тем, кто приедет и спросит, что ты здесь делал. Ну, я отвечу честно, как бы, а что будет, то будет. У меня просто есть определенное уважение к этим людям. Я понимаю, что на войне погибают не все героически, но как бы там ни было, для меня все, кто там погиб, они все герои. Они так или иначе делали все, что могли, а даже больше. И вот это вот даже больше, оно как бы пафосно не звучало. Вы представьте то, что люди, которые шли под пули, под мины, это люди, которые знали, что с ними будет. И каждый из этих людей, кто сидел в этих лесах, в этих окопах, они все знали то, что буквально через секунду может тебя не стать, а может через минуту, а может через день, неделю или месяц. У них это осознание было, они уже собой мысленно пожертвовали. Поэтому для меня всегда вещи солдат и тем более их останки, если я встречу, они будут неприкасаемы, они будут для меня святыми. И поэтому я сделаю все для того, чтобы их нашли, и я никогда не буду ничего не грабить, там, знаете, там вот как бывает, там снимать ордена, там еще что-то, а потом куда-то звонить, сообщать. Нет, ни в коем случае, я всегда сделаю все, чтобы все было официально. А уж там потом будут меня штрафовать, не штрафовать, подводить под какую-то статью, не подводить. Это дело десятое. Ну вот как-то так. Натарахтел больше, чем нужно, по-моему. Ладно.